Доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы очень рады вас всех приветствовать. И сегодня у нас новый зимний ролик. Хочу сразу сделать одну небольшую ремарочку. Дело в том, что в этом году у нас выдалась очень лютая зима. То одарит морозами под минус 40, то расщедрится на снежные осадки, да так завалит, что не пройти никуда и не проехать. И именно по этой причине многие локации, которые у нас были в планах, оказались недоступными. Поэтому мы сюда обязательно еще вернемся, когда растает снег, так как здесь есть что посмотреть и показать. Ну а сегодня мы вкратце вам расскажем про это место. Пройдемся по ночному кладбищу, запишем тишину, конечно же будет Kinect-камера, ну и внесем пару новых моментов. Если они вам понравятся, напишите об этом в комментариях, и мы постараемся это включать почаще в наши эксперименты. Итак, что же это за место такое? В первую очередь оно прославилось за счет леса с жутчайшей историей, которая тянется из 90-х годов. А криминальной истории этого леса не знает разве что младенец. ОПГ, разборки, драки, убийства. А как вы думаете, куда отвозили жертв этих суровых разборок? Ну, конечно же, в этот лес, где их и захоранивали. Кого-то удалось найти, но многих нет. Они и по сей день лежат где-то погребенные в земле этого жуткого леса. В одной из частей криминального леса расположено кладбище, куда мы сегодня с вами и отправимся. Если вы подумали, что весь ужас остался в прошлом, то, увы, к сожалению, не для этого места. Здесь и по сей день происходят ужасные вещи, страшные преступления, и всю эту картину дополняют слухи о происшествиях мистического содержания. Конечно же, о самых громких случаях мы вам обязательно расскажем, пройдемся по этим местам, постараемся показать, где все это происходило. Но, как я уже сказала, немного позже. Так что давайте вместе поднапряжемся и мысленно позовем весну. Может, тогда она придет пораньше. Ну а сегодня мы пришли на это кладбище ночью, зная одну историю, с которой непосредственно связано это место. Напротив кладбищ есть дачи. Летом здесь достаточно людно, днем, а ночью... Да, ночи тут очень темные, страшные, угрожающие. В основном все преступления происходили ночами, и, конечно же, никто никогда ничего не видел и не слышал. Но сейчас не об этом. Вот в одну из этих дач, ровно напротив этого леса с кладбищем, приезжала на лето одна знакомая женщина. Так что рассказываю вам практически из первых уст. И вот однажды она поведала такую историю. Ночевала я на даче, и утром, рано-рано, часа где-то в 4, полпятого, слышу стук. Спросонок еще не пойму, где стучат, кто стучит. Пока соображала, снова стук. Поняла, что во входную дверь на веранде стучат. Я в окна, никого не вижу. Думаю, может, за домик зашли? Поторопилась на кухню, с другой стороны в окно посмотреть, кто там. Только дошла, опять стук в дверь.
Решила пойти открыть. Наверное, соседка пришла, опять что-то понадобилось. Только чего так рано? Подошла к двери и даже не спросила, кто там. Сама не знаю почему, наверное, уже успела убедить себя, что это соседка по участку. Открываю дверь, а на крыльце мужик какой-то стоит. В спортивных штанах, в красной футболке, а на груди от яркого утреннего солнца блеснул кулон, немного ослепив меня. Говорю: «Вы кто? Что вам нужно? Сейчас я мужа разбужу». Хотя самой страшно, мужа-то у меня поди как 3 года нет, одна, а вдруг он возьмет и скажет: «Давай, зови». Но нет, мужчина так вроде вежливо и тихо сказал: «Извините, а вы не вынесете мне водички попить? Я всю ночь хожу, заблудился, выйти из этого леса не могу, устал. Хорошо, что на вашу дачу вышел, во рту все пересохло. Пожалуйста, женщина, напоите меня водой». «Хорошо, напою, конечно, не жалко. Только откуда ты идешь-то, что плутал всю ночь?» Напряглась я. «Лес хоть и большой, но в какую сторону ни пойди, все равно к дороге выйдешь. Там вон трасса, там за кладбищами профилакторий, тут дачи». «Это да», — ответил мужчина. «Я и сам не понимаю, как я мог заплутать. Будто меня кто-то отпускать с этого леса не хотел. Словно мне по голове дали и память стерли. Вот хоть убей, не мог выйти, и все тут. Голова как свинцовая болела, страшно. Даже чертовщина какая-то мерещиться стала. Слава богу, рассвет. Отпустила. А там я и дорогу увидел, и до вас смог дойти. Только очень пить хочется, сил нет». «Хорошо, — говорю я, — сейчас, стой тут». Захожу я в домик, наливаю воды в кружку, и снова стук в дверь. «Да чего ж ты такой нетерпеливый-то?» — проворчала я. «Минуту потерпеть не можешь». В общем, выхожу я с этой кружкой полной воды, а на крыльце уже стоит моя соседка и полицейский, а мужика того и след простыл. Я говорю: «Здрасте, а где мужик?» А они мне: «Какой?» «Ну, тут вот стоял минуту назад, он воды попросил. Я пошла наливать, выхожу, а тут вы стучите, а его нет». Полицейский сразу стал допрашивать, кто такой, как выглядел, в чем одет был. Я как смогла описала и спросила: «А что случилось?» А у самой по спине холодок. «Убийство», — констатировал полицейский. И как-то странно на меня посмотрел. «Ничего подозрительного не слышали и не видели?» Я говорю: «Нет, вот только этот человек. А вдруг он и есть убийца? Боже мой!» И тут полицейский попросил пройти с ним на место преступления в качестве понятой. «Возможно, он местный, и вы его опознаете, так как при нем нет никаких документов», — сказал полицейский и добавил: «но вы можете отказаться. Зрелище, мягко говоря, не из приятных». А я всю жизнь проработала медсестрой, порой такие экземпляры видеть приходилось, насмотрелась, так что я согласилась. Подходим мы, значит, к месту преступления, а оно совсем рядом от дачи, буквально через дорогу, в лесочке. Смотрю, тело лежит, одежда знакомая какая-то. Подхожу ближе, и просто шок. Вижу, лежит тот самый мужик, который минут 10 назад у меня пить просил, а на шее тот самый кулон. И это же, представляете, что значит? Что он уже мертвый ко мне приходил. Ужас какой-то. Конечно же, полицейский не поверил, решил, что мне привиделось, а я и убеждать не стала. А то еще скажет: «Вот бабка не успела на пенсию выйти, уже в маразм впала». Только я-то знаю, что это действительно было. После этого случая женщина собрала свои вещи и уехала домой. Больше на дачу не возвращалась и вскоре ее продала. История этой лет 7, сравнительно не так давно это было, но рассказала она эту историю с полгода назад. До сих пор боится, что ее сочтут за сумасшедшую. Так что, друзья, вот такое оно, это место. И это лишь один из многочисленных случаев, которые видел этот лес. Друзья, мы приехали
на одно кладбище. Оно находится, ну, скажем так, чуть-чуть за городом, в одном поселке. Это кладбище находится также в черте леса. Очень густого, окутанном историями этого страшного леса. Смотрите, хлеб даже лежит. Кладбище огромное. Настолько огромное, что я даже не знаю, Таня у меня там осталась. А я, наверное, ну, так как машину мы оставили там, уходить от нее тоже страшновато. А я, наверное, прогуляюсь. Тропинка-то есть. В общем, друзья, сюда, наверное, тоже нужно приехать с Kinect-камерой. Но сегодня у нас разведка. Приехать нужно с Kinect-камерой и посмотреть. На этом кладбище очень много захоранивали людей вот после разборок. Убивали в этом лесу. Ну, если кого-то смогли найти, находили и хоронили. А еще привозили на это кладбище. Убивали здесь и, соответственно, просто захоранивали в никуда. Вот. Так. Особо нет никаких тропинок, но я попробую чуть-чуть подняться в гору, чтобы, ну, хотя бы посмотреть. О, нет, дальше не полезу. Посмотрите, там уже сугробы проваливаются. Оно огромное. Оно просто нереально огромное. Да, друзья. Я все-таки предлагаю, ну, так как сегодня мы с собой не взяли Kinect, ну, мы просто на разведку. Поэтому приехать сюда в другой день, а точнее в другую ночь и поснимать. Да. Ну, видите, оно действительно огромное. И ладно, будем возвращаться. Я уже достаточно далеко ушла от Тани. А все-таки в таком месте находиться одной, ну, немножко. Посмотрите, друзья, когда я шла, вот эта ветка лежала вот здесь, от нее след остался. Я прошла, ее не трогала, а она уже вот здесь. Кто ее потрогал? Нет, серьезно, я надеюсь, эта камера смогла заснять, где она лежала. Но это же странно, я же ее не трогала. Вот, я шла, и вот она здесь справа лежала. Вот от нее след. Мне это кажется очень странным, друзья. Очень странным. Смотрите, елочные игрушки висят на деревьях. Видно?
Вот, видно должно быть. Ну, знаете, вы, наверное, скажете, что я сошла с ума, но у меня вот сейчас голос послышался отсюда. Что это за звуки? Один орб Это что? яркий, ну... А у меня там странная история произошла сейчас. А что это были за крики? Я что-то не поняла. Тебе крики послышались? Да. Нет разве? Кого-то визжали. Это Ребенок что? кого-то визжал. Нет? Ты прикинь, здесь какие звуки. А мне Ну, другое послышалось. Другое. Сейчас запись идет. Да, идет. Мне послышалось... Мне послышался просто женский голос. Ну, это на камере, наверное, будет, если что. Со мной сейчас там странная история произошла. Сейчас я тебе расскажу. Я уже в камеру рассказала, но что повторяться не буду. Ребят, это была небольшая разведка. Мы, скорее всего, сюда вернемся, потому что место неоднозначное. Ну, скажем так, история у него тоже не очень хорошая. Поэтому интересно будет исследовать здесь. При помощи кинект-камеры. Обязательно будет диктофон. Обязательно запишем тишину. Естественно, все показания снимем. В общем, мы сюда вернемся, друзья. Обязательно вернемся, да. И проведем эксперименты. Ты И, что, наверное, серьезно там? пройдемся, да, пройдемся по кладбищу еще разок. Мне действительно заинтересовал этот момент с веткой. Ну и как бы вот этот вот голос, а ты говоришь крик. Это тоже интересно. Ну, в общем, ладно, друзья, тогда ненадолго отключаемся. Думаю, что для нас это будет пара дней, ну а для вас пару секунд. Пока. Съемки этого ролика у нас были запланированы еще осенью. Но ввиду всех печальных и трагических событий, которые у нас произошли, мы так ничего толком и не успели сделать. Удалось отснять только разведку. А для тех, кто не в курсе, мы оставим ссылочки на видео, где мы все объясняем. Они будут в описании под видео. В общем, приехали мы днем в лесопарковую зону того же леса, только с другой стороны. Как мы слышали, в районе прогулочной части этого леса не так давно орудовал маньяк, который убивал пенсионерок и затем забирал у них гроши. Тем самым он промышлял около 10 лет. К счастью, не так давно его поймали. Но придя туда, мы поставили кинект-камеру, и практически сразу проявился фантом. Как нам показалось, он стал показывать в сторону именно того криминального леса и делал это на протяжении всего времени, пока мы не догадались. Как только до нас дошло, что в той стороне, куда он нам показывает, творилась вся основная дичь, фантом сразу же исчез и более не появлялся. И мы решили, что нужно ехать туда и снимать в самом эпицентре жути.
Но затем, как вы понимаете, съемки пришлось отложить. И вот сейчас мы все-таки туда приехали. И что у нас получилось, смотрите сами. Но в целях предостеречь хотим предупредить: слабонервным и особо впечатлительным быть осторожнее при просмотре. Ну что ж, поехали! И я думаю, это должно быть интересно. А затем, ну, возможно, послезавтра мы уже съездим В ту часть в ту часть леса, да. где тут диспансер. Да. По-моему, там погуще лес. Там погуще, он глухой, и там, ну, там, как сказать, он не прогулочный, то есть там вот такого вот нет. Указывает. Да? Указывает. Ну, пока я не вижу смысла ставить этот диктофон, потому что, ну, здесь Он голоса, как раз люди. Да, указывает в ту сторону, где тот лес. Где тот лес? Да. Ну, короче, в ту сторону он показывает. Ну, хорошо. Здесь в зеркальном отображении Да, идет, да, да, я поняла. он показывал туда. Мгм. То есть стоит нам сходить. Но мы тебя поняли, дух. Сходим. Спасибо большое, что с нами пообщался. Мы тебя отпускаем. Что, уже исчез? Ну-ка на это дерево, на котором он был. Все тихо стало, да, вот как видите, никого. Все, мы Все-таки они отпустили приходят его. сюда, и это действительно так. Ну, еще раз проведи вот по этому дереву, на это вот дерево еще покажи. Нет, нет, он ушел. Все. Иначе бы сразу появился, Да. да. Нет, он ушел. И туда посмотри еще. Обычно они, знаешь, они мелькают. Да. Если они Нет, еще нет, здесь, нет. они мелькают. Ну-ка и обратно, в обратном направлении веди. Блин, у меня, кажется, уже садится батарейка. В смысле, аккумулятор. Холодно, потому Холодно. что, да, надо собираться. Да. Нет, никого, все чисто. Он ушел. Ага. Ну, слава богу. Ну вот так вот, друзья. Так что это в очередной раз действительно доказывает то, что духи существуют, что они с нами общаются, что они приходят. Им тоже интересно, чем мы тут занимаемся. Ну, как бы, им тоже интересно пообщаться наверняка. Мы обязательно вернемся и пообщаемся. Я думаю, что на контакт все равно они выйдут. Ну все, друзья, на этом, наверное, разведка наша закончена на сегодняшний день. Вы никуда не уходите, потому что сейчас будет продолжение, будет ночь. Ну, а мы вернемся сюда завтра. Итак, друзья, ну что, ну вот и настала ночь. И мы, собственно, снова на этих кладбищах. Сейчас пойдем поснимаем немножко и поставим, как мы обещали, камеру. Пусть она пишет. Да, у тебя нет часов? Нет, здесь нет. А, вот показывает, можешь своего на часах. Ой, я утонула. Я не смогу заснять, потому что у меня горизонт... Час не 40. могу. Нет, не могу. Ладно. К сожалению, мы никак не сможем далеко пройти, потому что тропинка, ну, в общем, тропинок-то нет как таковых. Вот одна есть центральная, и все. Друзья, без лишних слов.
хочу показать. Видите, вот там горит свет фонари. Надеюсь, видно. В общем, там находятся те самые дачи, где, где была дача той вот женщины. Ну, то есть они, да, буквально через дорогу. Ну да. Мы вот приходили, этой могилы не было. Да. Это свежая могила. Да. Я думаю, здесь. Все пойдет. Ну, сильнее воткни. Да не воткнешь, тут лед. Нет, Вообще лед. ну не должна упасть. Могу чуть-чуть вот так вот сделать. Она разъезжалась сильно. Мне кажется, цвет нужен пока что. Кажется. Так, ну что, А? как поступим? Я могу тебе часы дать, не? Давай. Только как это сделать? Мне их выключить, что ли, или что? Да не могу, на ты, держи. Да, друзья, здесь много не походишь, потому что по пояс практически, видите, сугробы очень большие, очень глубокие. Тропинка вот практически только вот до сюда идет. Видите? И больше дорог нет, поэтому, к сожалению, никуда мы не пройдем. Но это еще ничего не значит, так как здесь мы сейчас оставляем камеру снимать. Пойдем к старым кладбищам и, собственно, снимем там Kinect, запишем тишину. Еще я взяла с собой радио, настроим на пустую волну. Нам не нужны никакие перелистывания для чистоты эксперимента. Если на одной волне пустой, чистой что-то поймает, это значит, это что-то будет значить. В общем, попробуем. Это вам не голос диджея, когда перелистывают все радиоволны и какие-то слова, там обрывки фраз ловят. Все, пошло. Ну все. Все, мы оставляем здесь камеру, друзья. Когда ловить перестанем часы, Да. я их отключу. Ну, тебе уже... уходим. Да. Все, пойдемте. Вот там, видите, даже отсюда домик видно, дачный. Вот это все, где фонари горят, это все дачи. То есть вот там забор, там заканчивается кладбище, начинается вот этот лес. Как бы он везде, просто здесь лес вырубили, потихоньку вырубают и кладбище продлевают.
Здесь запись идет, я ухожу. У меня, кажется, Таня-то там осталась. Сегодня очень ветрено, к сожалению. И, знаете, как-то так промозгло. С утра +1 было, а сейчас -10. И видите, прям скользко очень. Друзья, следы. Может быть, собакин, конечно, тут бегает. Но, тем не менее, здесь лес. И бог знает, кто здесь может бегать. Не хочу говорить много. Может быть, будут какие-то... Может быть, запишутся какие-то звуки на камеру, поэтому прислушивайтесь, друзья. Да, друзья, взяли вот такой держатель еще. Очень удобный, приспособили как раз на него кинект-камеру. Вот. Но я хотела его как бы себе на эту камеру, но мне вовремя пришел стабилизатор. Поэтому все очень удачным образом получилось. За что огромное спасибо Галине Варниковой за вклад на наше новое оборудование. Спасибо большое и огромный привет вот с этой локации. Почти 2 часа. Без звука не можно не снять. Если видно, надеюсь, видно. Но пока ничего нет. Не на то. Ну-ка, посмотри, на тебя определяет. Да, да. Ничего нет. Стихло, да? Ну, стихло, да. Но еще тут лес, здесь не так метет, как на трассе. Не, ну когда приехали, прям ветер. Ну да. Сейчас все стихло. Ничего нет.
Нет, друзья, ничего. По крайней мере, Kinect не показывает. То же самое, пожалуйста. Ну, так скептиком, конечно. Да ну их, Да, говорят, что... оставь ты их в покое, этих скептиков. Ну, я не собираюсь, конечно, ничего им доказывать. Они всегда будут. Так, еще раз на меня наведи, чтобы для... Давай. Ну-ка, вот все. Сразу определяю. Ну, меня сразу определяет. Давай, отводим. Чистота. Ничего. Ну что, попробуем сейчас снять тишину. Еще будем Kinect проходить? Я думаю, Где-то еще будем Kinect проходить, я имею в виду? Нет, там одни сугробы, куда ж мы его потащим? Ну, друзья, я думаю, что снимать дальше на Kinect смысла нет. Чисто, вообще ничего нет. Здесь очень чисто, спокойно. Ни с какой стороны, вообще ничего. Так что вот как-то так. Не всегда, видите, не всегда появляется. Это зависит от места. От места зависит, да. Хотя это место очень интересно. Ладно, друзья, давайте сейчас тогда тишину поснимаем. Все, я отключаюсь. Угу. Друзья, сейчас мы снимем на диктофон, но не как обычно тишину. Мы взяли с собой вот такой вот простенький радиоприемник. Он уже настроен, где нет никаких радиостанций. Сейчас мы его включим. Я громко прибавлять не буду. Я думаю, что смысла нет, просто направить этот звук, да, на... Вот. Я думаю, вот такой шум. Ага. Все, можем дойти. А сами мы пойдем прогуляемся. Так, друзья, ну что, я думаю, что достаточно. Все, выключай. Чем здесь выключается же, да? Там кнопка вон там. Да, все. Посмотрим, друзья, что получится. Ну, это как бы, да, эксперимент. Это просто эксперимент, да. Получится интереснее, может быть, если будет запись. Если вообще будет какая-то запись, то, возможно, периодически будем так снимать.
сейчас мы просим вас быть внимательнее. Мы уверены, что в этот раз нам действительно удалось заснять некую сущность. Честно, всегда хотелось, но не думали, что получится. Ведь запечатлеть поистине что-то паранормальное, потустороннее – это большая редкость. Да, нам удавалось заснять голоса, непонятные звуки, шаги, стуки. Было много необъяснимых моментов. Вот и в этот раз. Друзья, это не монтаж, не постанова, это то, что не видно нашему глазу, но смогла заснять камера. Возможно, наш видеоролик будут смотреть люди, которые более профессионально этим занимаются. Мы готовы даже предоставить наш первоначальный исходник для исследования той сущности, которую нам удалось заснять. Так как нам самим это безумно интересно, и это в очередной раз доказывает то, что потусторонний мир существует. Итак, внимание. Я буду показывать стрелочкой передвижение этого сгустка, назовем его так. Сперва посмотрите, как он движется при своей обычной скорости. Затем я немного замедлю кадр. Сказать по правде, когда при монтаже мы это увидели, стало очень не по себе, до мурашек. Вот посмотрите, как оно движется. Справа налево. Давайте посмотрим еще пару раз. Обратите внимание, когда проплывает эта сущность, то как бы сквозь него видно, как искажаются сугробы. Как вам такое, друзья? Просто невероятно.
Друзья, мы побоялись вообще до утра оставлять. Мало ли здесь охрана делает обход. Фух. Ну что, друзья, надеюсь, что что-то получилось и вам понравилось. Ну а мы едем домой монтировать этот ролик. Всем пока!